Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько новостей, которые обсуждают все. Почему экс-министр тратит десятки тысяч евро в месяц на услуги стилистов? Что скрывается за отказом альтернативы для Германии и союза Сары Вагенер создавать совместное правительство? Как меняется система выплат Бюргергельд и сможет ли Германия удержать социальный баланс? Почему немецкие проекты отказываются от китайских турбин и что стоит за планами Фридриха Мерца по реформенной осени? А еще внутри Христианско-демократического союза ХДС обсуждают даже вариант правительства меньшинства. Что это значит для будущего Германии? Обо всем этом и не только расскажу прямо сейчас. Подпишитесь, чтобы не пропустить самое важное, и поехали. Итак, за последний год количество рабочих мест в немецкой автомобильной отрасли резко сократилось. Потери превысили 50 тысяч человек. Это стало самым крупным ударом по рабочей силе в ключевом секторе экономики за годы и сигнализирует о серьезных проблемах. Основная причина – это спад спроса и переход на электромобили, которые требуют меньше сотрудников для производства. Поставщики и производители пытаются оптимизировать затраты, конкуренты из Азии усиливают свое давление, а регуляторные требования растут. Все это вынуждает компанию сократить штат. Ситуация особенно заметна среди поставщиков автокомпонентов. Одна из исследовательских компаний оценила, что 45 400 рабочих мест были утрачены в этом секторе за год. Общие потери в промышленности превысили 100 тысяч. При этом прогнозируется дальнейшее сокращение до 70 тысяч позиций к концу года. Эксперты подчеркивают, что речь не о полном исчезновении отрасли, но о глубокой трансформации. Для сохранения рабочих мест и конкурентоспособности Германии надо ускорить инновации и реформы в рамках национальной промышленной политики. А теперь интересная новость Германии. Экс-министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок оказалась в центре общественного внимания из-за расходов на услуги стилистов, и суммы действительно впечатляют. За прошлый год только на услуги визажиста и парикмахера было потрачено, внимание, более 136 тысяч евро. Ее представитель объяснил, что в условиях интенсивного рабочего графика и частых телевизионных выступлений необходим профессиональный макияж. Без этого, по мнению министра, на экране можно выглядеть крайне невыразительно из-за света и камер, искажающих цвет кожи. В среднем это означает траты около 11 тысяч евро в месяц, гораздо больше, чем у других министров. Так, экс-канцлер Олаф Шольц тратил порядка 3100 евро в месяц, а экс-министр внутренних дел Нэнси Фейзер меньше 600 евро. Ожидания соответствия образу при публичных выступлениях остаются, но подобная цифра у главы МИД вызвала волну критики. Послышались требования установить лимит на такие расходы. Представитель Христианско-демократического союза Кристофер Плос заявил, цитата, «Когда налогоплательщик каждый месяц тратит пятизначные суммы за прическу министра, это уже слишком». А дальше политика Германии. Лидеры партии «Альтернатива для Германии» АДГ и союз Сары Вагенер официально отвергли идею создания совместного правительства. По словам представителей обеих партий, между ними слишком много идеологических разногласий, от подхода к миграционной политике до фундаментальных взглядов на экономику и сотрудничества с другими партиями. Это заявление прозвучало на фоне активной политической борьбы в восточных землях Германии. Как союз Сары Вагенер, так и альтернатива для Германии активно заявляют о своем влиянии, но формирование коалиции между ними, по словам их руководства, противоречит их представлениям о политической идентичности и ответственности перед избирателями. Также обе партии подчеркнули, пока они остаются оппозиционными силами и не намерены объединяться друг с другом. И это еще не все. Германия продолжает финансировать систему социальной поддержки, но нагрузка на здоровье и пенсионную систему становится ощутимее. Сегодня порядка 5,5 миллионов человек получают Бюргергельд. Это базовая помощь для тех, кто не может себя обеспечить. Из них около 1,5 миллиона признаны неспособными работать. Остальные – это потенциально трудоспособные. Программа заменяет прежние Харт-4, напомню, и с 2024 года предусматривает стандартную выплату 563 евро в месяц, увеличенную по сравнению с предыдущим уровнем. В системе здравоохранения накопился тоже дефицит. Государственные фонды социального страхования перегружены. На текущий момент дефицит составляет, внимание,
6,25 миллиарда евро. Это чрезмерная нагрузка на систему, которая еще остается основным источником медицинского обслуживания, потому что около 90% населения включены в обязательную государственную страховку. Пенсионная система Германии тоже испытывает давление. Пенсия основывается на оплате взносов работниками и работодателями, так называемом солидарном принципе. Пенсионный возраст постепенно повышается до 67 лет, а в перспективе ожидается дальнейшее его смещение из-за демографических изменений и сокращения числа активных плательщиков, которые и финансируют эти выплаты. Все это говорит о том, что социальную сферу ждет пересмотр. Силу этого сектора испытывает демография, рост затрат на здравоохранение и выплаты, а также давний переход к системе, подразумевающей единый бюджет. И хотя система продолжает поддерживать тех, кто в ней нуждается, долгое отсутствие реформ грозит ей устойчивостью. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность немецких властей и касается конкуренции в технологиях и возможного влияния на энергетическую безопасность Германии. Немецкий инвестор Люкскара пересматривает план установки китайских ветрогенераторов на своем офшорном проекте Watercan в Северном море. Речь о замене турбин компании Mingyang на европейские Siemens Gamesa. Идея заключается в том, чтобы упростить закупки и ликвидацию узких мест, поскольку ближайший проект Watercan уже оснащен подобными немецкими турбинами. Проект Watercan мощностью 300 мегаватт рассчитан на подключение к сети к концу 2028 года и обеспечивает электроэнергией около 400 тысяч домов. Новый подход позволит объединить логистику для обоих проектов от закупки до монтажа и обслуживания. Изначально выбор китайской компании вызвал критику со стороны немецкой индустрии и властей. Опасались влияния на инфраструктуру и угрозы со стороны иностранных технологий. Сейчас Люкскара сообщает, что информировала партнеров и контролирующие органы о возможности смены поставщика. Решение пока не окончательно. Но дальше еще одна внутриполитическая обеспокоенность союза Фридриха Мерца. Внутри Христианско-демократического союза нарастает тревога по поводу состояния коалиции с социал-демократической партией Германии. Канцлер Фридрих Мерц инициировал реформенную осень, план, который включает обновление пенсионной, миграционной и социальной политики. Это значительно структурные изменения. Однако члены ХДС считают, креативный план может не реализоваться из-за слабой сплоченности в коалиции. Внутренний политический климат стал напряженным. Эти слои реформы противостоят возможному расколу партнерства с социал-демократами. Сам Фридрих Мерц призвал дать СДПГ короткий период передышки, чтобы сохранить стабильность и заодно обсудить совместные пути дальнейших преобразований. Тем не менее, в улье, назовем так, ХДС, все чаще звучит тревожный вопрос. Не превратится ли коалиция в ослабленную конструкцию, неспособную к реформам? Эта неопределенность подрывает уверенность в успехе реформенной осени, на которую возлагались большие надежды. А дальше ситуация становится напряженной. Члены Христианско-демократического союза ХДС-ХСС рассматривают возможность перехода к правительству меньшинства, чтобы избавиться от коалиционного партнера Социал-демократической партии Германии СДПГ. Идея кажется заманчивой. Без СДПГ у ХДС-ХСС появился бы более чистый политический профиль, но, как предупреждает комментатор издания «Фокус», на деле это может лишь усилить влияние СДПГ. Спикер издания Габбард Штайнгарт отметил, что подобный союз никогда не был союзом по любви, а скорее вынужденным партнерством, обусловленным отсутствием других вариантов. Несмотря на слабые результаты на выборах, СДПГ смогла навязать свои условия партнерства, в том числе добиться фактической приостановки долгового тормоза. Это свидетельствует об их политической силе, несмотря на неудачу на выборах. Перейти к правительству меньшинства значит остаться без стабильного большинства. В условиях Бундестага, где нужны голоса для принятия законопроектов, это создает рискованную зависимость. Без поддержки хрупкого большинства СДПГ любые реформы окажутся заблокированными. Более того, даже наличие формального такого партнерства с Социал-демократической партией Германии позволяет ХДС-ХСС формировать коалиционное большинство. Отказ от этого не решение, а наоборот усложнение. Кроме того, попытка сотрудничать с правой партией, такой как Альтернатива для Германии, разрушит репутацию и внутреннее единство ХДС-ХСС и приведет к политической нестабильности в стране. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.